Приветствую всех на моем канале. Сегодня в этом небольшом видео я хочу рассказать о новом материале, который я использую для глазок для моих куколок. Так получилось, что я искала тонкий белый фетр, который я обычно использую для рисования глазок. И у меня есть видео на канале, сейчас вы ссылочку видите в углу, как я рисую эти глазки. Но тут я пошла в магазин и, к сожалению, не смогла найти тонкий фетр белый. И, идя по магазину, я обратила внимание вот на такой материал. Называется пластичная замша. На ощупь она мягкая, такая приятная. Я не знакома с этим материалом, но я решила взять и попробовать делать из нее глазки. Что на ней написано? Цвет белый, размер листа и, что немаловажно, толщина. Толщина 0,5 мм. Это очень хорошая толщина для глазок, чтобы глазки на кукле смотрелись естественно, а не выпирали. Если вы покупали когда-нибудь лайтбоксы для фотографий, то там используется подкладка, обычно в комплекте белая и черная. Вот этот материал как раз очень похож на вот эту пластичную замшу, либо это он и есть. Итак, видите, я уже испробовала этот материал, вот у меня несколько вырезанных уже было глазок, и я уже могу сказать, что мне это очень понравилось, поэтому я решила поделиться с вами этим способом рисования глазок. Можно рисовать глазки как для кукол, например, вот так, так и для игрушек. Обычно я использую для рисования акриловые краски, но в данном случае акриловые краски мне не понравились по этой замше, и я использую обычные гелевые ручки. Вот с таким наконечником. Всего надо два цвета: голубой, например, или зеленый, какие вы хотите цвет глаз, и черный. Блики потом можно поставить или краской акриловой, или вообще корректором, например. Итак, как же я делаю глазки? Эти глазки у меня нарисованы по фетру красками, а вот эти глазки я уже сделала по вот этой замше. Если вы заметите, то линии на вот этих новых глазках, они более четкие, то есть краска немного расплывается, можно, там дернется рука или еще что-то, то вот этими ручками получаются линии довольно четкие. Приступим. Итак, я беру эту замшу и просто вырезаю глазик нужной формы. Например, вот такой формы мне нужен глаз вот для такой куколки. Ну, я примеряю. И начинаю рисовать. Вот так поближе покажу. С одной стороны я аккуратненько придерживаю, например, зубочисткой, и рисую радужку по краю. И немного закрашиваю ее, оставляя место для зрачка. Аналогично поступаю со вторым глазом. Дальше я беру гелевую ручку черного цвета и закрашиваю среднюю часть. Сейчас главное дать немного высохнуть. Через минут 5 я повторяю эту процедуру, чтобы цвет был более ярким.
Когда чернила подсохнут, нужно также, придерживая глазик, покрыть его лаком. Это нужно для того, чтобы цвет не стерся, а был ярким длительное время. Аккуратненько. Вот так. И дать подсохнуть этому глазу примерно полчасика. И теперь все, что нам осталось, это, собственно, приклеить эти глазки на куклу. Я для этого использую клей Момент Кристалл. Ну, можно использовать, например, клей Пистолет. Итак, берем глазки и просто наносим клей. Распределяем его. Клея много не надо. И быстренько клеим, пока он не высох. Сильным нажатием фиксируем. Все, глаз один готов. Теперь остается таким же образом приклеить второй глаз, ну и оформить дальше куколку. Надеюсь, видео было вам полезно. Не забывайте подписаться на канал.